Привет, друзья! С вами Алексей Стеклов на канале Видео Ворчун. Все мы знаем, что существуют так называемые быстросъемные шторки, тонировочные шторки, шторки для быстросъемной тонировки и так далее. Но мало кто знает, для чего они на самом деле нужны. И по прошествии некоторого времени накопилось много вопросов у людей. Как снимать такой блок, где ставить камеру, у кого-то она трясется, у кого-то сзади вот эта часть выжжена солнцем, у кого-то плохо видно лицо, то есть надо подсвечивать и так далее. Поэтому я решил запилить этот рассказик вам про шторки. Кроме того, вы увидите, как эти шторки легко ставить, снимать и как они могут помочь в записи вот таких вот видеоблогов. И не просто помочь, а просто остро необходимы. Погнали! Друзья, я не вот там двинутый тюнингатор, который вешает там синие брызговики, закатывает лобач там в пятак. Мы часто путешествуем именно на этом автомобиле. И именно поэтому мне нужны вот эти вот сетки, которые помогают и от мошкары, и от слепней, когда машина стоит в поле. Вы не представляете, сколько этой гадости набивается в салон. Плюс подобные затемняющие сетки хорошо помогают при записи видео, так же как и тонировочная пленка. Для чего это нужно и как это делается, я вам покажу в другом видео. С точными настройками камеры, как правильно настраивать S-Log в этом плане. Как можно вообще обойтись без S-Log, используя вот эти сеточки, либо тонировочную пленку. А сегодня мы рассмотрим установку этой сетки на Pathfinder. Некоторые говорят, что нужны магниты, без магнитов никак. Некоторые говорят, что вот эти зажимы надо устанавливать там по всему периметру, чтобы она не отвалилась. Все это не так, друзья. Сейчас мы с вами вместе ее установим, а вы пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите в комментарии, какие сетки у вас, как вы ненавидите сеточников. Оказывается, есть такой термин у автолюбителей. Вот, а мы продолжаем. Первое, что нам нужно сделать, это подогнать вот эти крючочки. Не нужны нам никакие магнитики и так далее. Загибаем буквально в 5 миллиметрах от края. И таких железок нам понадобится 2 штуки. Оттопыриваем уплотнитель, заводим наш крючок, зацепляем за металл, формуем по выемке и ставим уплотнитель на место. То есть у нас торчит вот такая вот питка здесь, которую позже загнем прямо по сетке. Ну и, соответственно, такая же операция с другой стороны рамки. То есть оттопыриваем уплотнитель, зацепляем за металл, крючочек, вминаем его, чтобы он не мешал. Итого у нас 2 зацепа, которые будут держать нашу сеточку. Прикладываем четко по рамке. Сетка абсолютно идеальная на Pathfinder. И просто-напросто загибаем крючок по месту. То есть наша задача, чтобы эта сетка всего лишь навсего не упала. Здесь также загибаем. В итоге получается, что мы можем в любой момент сетку просто-напросто демонтировать, когда она не нужна. Именно когда она нам не нужна, я подчеркиваю. Не когда вы увидели гайцев, то есть вы с этой сеткой летели там по Самаре, увидели гаишника, пытаетесь ее выдернуть. Нет, когда вы просто начинаете движение, вы ее снимаете как законопослушный гражданин и едете. Когда вы приехали куда-то в степи, либо у вас как раз тот самый автоблок, который надо заснять, ставите сетку на зажимы, просто-напросто закрываем дверь, и наша сеточка идеально прилегает по всему периметру, то есть она прижимается именно уплотнителем двери, а не висит в воздухе, а зажимается уже дверкой прямо на уплотнитель. Соответственно, теперь можно спокойно опускать стекла. Никакая мошкара, моль, там, тополиный пух вам не налетит. Все будет прекрасно. То есть можно на любом кемпинге, на любой стоянке и в чистом поле спокойно ночевать. Мало того, фактура сетки сделана так, что она не пропускает косые солнечные лучи. То есть, если присмотреться, то у сетки есть своя толщина. И она работает как жалюзи. На просвет вы что-то где-то более-менее видите, но вот солнечные лучи прямые в салон уже не попадут. В этом огромный плюс на самом деле. Я бы ее советовал всем ставить на парковках, стоянках. Помимо защиты лобового стекла, отражателей, которые все применяют, я бы еще советовал ставить такие сетки. Друзья, вот так это все выглядит. Нужны, повторюсь еще раз, всего лишь 2 защелки, чтобы держать сетку. Далее она прижимается просто уплотнителями двери. Снаружи это выглядит вот так, как обычная тонировка, причем с глянцем. Как на вас будут реагировать сотрудники ДПС, я не знаю. Повторюсь еще раз, мне она нужна только для кемпинговых стоянок и ночевок в поле, чтобы меня просто не сожрали. Вот такая вот классная сетка. Где приобрести эти сетки, вы можете прочитать внизу под видео. Очень хорошие ребята, очень контактные.
грамотные, подберут вам все, что угодно на любой автомобиль, на любую задачу и так далее. Не знаю, видно вам или нет, у нее есть некий такой эффект интерференции, то есть совпадение пикселей матрицы с ячейками сетки. Такое часто бывает, и поэтому в некоторых случаях я бы все-таки рекомендовал использовать автоблогером тонировочную пленку. Ее можно наклеивать снаружи, снутри, с применением определенных параметров видеокамер. Об этом я расскажу в следующем видео. А пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и, главное, не болейте. Пока.